Сегодня мы отправимся на один из островов Индонезии и посмотрим на самого опасного и коварного его обитателя. Этот хищник может вырастать более 3 метров в длину, а весить более 130 килограммов. Он обладает мощной челюстью и острыми, как лезвие, зубами, которые идеально подходят для разрывания крупной добычи на части. А его огромный хвост составляет около половины от общей длины тела. И сегодня мы посмотрим на комодского варана в деле. Не забудьте оценить это видео и подписаться на канал, если еще этого не сделали, а мы уже начинаем. Это яйцо варана, из которого на свет появляется очень опасное существо. Ведь когда этот малыш вырастет, он станет одним из доминантных хищников на острове обитания. Но после того, как ящерица вылупляется, ей необходимо самой не стать добычей других животных. Для этого они взбираются на ближайшие деревья, тем самым избегают встречи с более взрослыми собратьями, которые съедят их не раздумывая. Таким образом, первые 2 года жизни укрытием для ящерицы служат дупла и кроны деревьев. До периода созревания комодским варанам требуется 8 лет, и многие из них не доживают до этого момента, поэтому темпы размножения идут медленно. Ранее ареал обитания находился в Австралии, но в настоящее время рептилия распространена на островах Индонезии, прежде всего на острове Комодо. Отсюда и название – комодский варан, но также его называют гигантский индонезийский варан. Эта огромная ящерица является самой большой и опасной на планете. Средний вес варанов – около 85 килограммов, а максимальный вес, который удалось зафиксировать, составляет 166 килограммов. Вся шкура рептилии укреплена крепкими окостенелыми пластинами, называемыми остеодермой. В дополнение к мощной пасти с острыми зубами и капающей оттуда ядовитой слюной, хищник обладает сильными лапами с длинными и изогнутыми когтями, которые могут достигать 10 сантиметров. Все это говорит о том, что с этой гигантской ящерицей лучше быть очень осторожным. В дикой природе у взрослых особей нет естественных врагов, за исключением более крупных сородичей. Единственный, кто может представлять угрозу, это гребнистый крокодил, который иногда встречается в речных устьях. Они способны справляться даже с крупнейшими хищными млекопитающими. Гребнистый крокодил – это один из самых опасных хищников на планете. Рекомендую посмотреть про него видео у нас на канале. Ссылка будет в описании. Варан считается одним из самых древних обитателей нашей планеты. Его эволюционное развитие возникло в Азии приблизительно 40 миллионов лет назад, и за это время они отлично приспособились. Эти гигантские ящерицы являются хладнокровными животными, поэтому большую часть времени комодские драконы проводят, греясь на солнце. Когда их организм прогревается, то за счет больших размеров тела они держат относительно постоянную температуру. И только после того, как хищник основательно прогреется, он отправляется на охоту. Во время охоты вараны отыскивают свою добычу в основном при помощи зрения и по запаху, с помощью длинного раздвоенного языка и хорошо развитого органа Якобсона. Несмотря на свои огромные размеры, даже взрослые комодские вараны достаточно изворотливые и очень неплохо бегают, разгоняясь до 20 км в час. Только представьте себе такую ящерицу, бегущую за вами. Во время бега он попеременно сжимает и расширяет горло, за счет этого специальный насос под языком доставляет воздух в легкие, что позволяет поддерживать выносливость и довольно долго преследовать добычу. Этого достаточно, чтобы догнать практически любого грызуна. В этот раз хищная рептилия выбрала для охоты место у водопоя. Здесь часто находятся зомбары, и кажется, что они никак не реагируют на варанов, так как большую часть времени они лежат неподвижно. Но как только хищник чувствует голод, он начинает медленное движение к своей цели. Основная опасность для зомбар заключается в том, что они не боятся такую медленную рептилию. Варан этим пользуется и пытается подойти как можно ближе, чтобы резко напасть. Не менее чем на метр, иначе у него не будет шансов догнать копытных. Но в этот раз варан не успевает схватить быстрого оленя, и стадо скрывается в лесу. Строение нижней челюсти у рептилии напоминает змеиную и имеет подвижное сочленение, которое соединено эластичными связками, способными очень сильно растягиваться. Поэтому относительно небольшая добыча, размеров взрослой козы, может быть проглочена взрослой ящерицей целиком. Иногда, чтобы ускорить процесс проглатывания туши, некоторые ящерицы упираются ею в ближайшее дерево.
а вся съеденная добыча переваривается вместе с костями. С помощью длинного раздвоенного языка вараны чувствуют запахи до 10 километров. И они способны есть не только пойманную добычу, но также и падаль. В этот раз запах привел ящерицу к большой черепахе. Отогнав более молодого варана, можно начать трапезу, но кажется, что есть там уже почти нечего. На острове Комодо обитает много оленей и буйволов. А там, где есть животные, всегда рядом будет варан. Основная тактика хищника – это разрывание сухожилий в конечностях и нанесение страшных глубоких ран. Зубы варана достигают 2 сантиметров и имеют острые, как бритва, зазубрины, оставляющие тяжелые раны. В момент укуса варан делает сильный рывок за счет своей мощной шеи. Но даже если олень сможет вырваться, варан сможет следовать за ним и закончить начатое. Бывают случаи, когда эти хищники нападают на огромных буйволов, масса которых превышает 1000 килограмм. Найти буйвола для варана не составит труда, ведь они часто находятся в небольших лужах под деревьями, отдыхая и прячась от солнца. Буйвол может с легкостью растоптать любого варана своими копытами. Поэтому хищник ведет себя осторожно, но никто не боится медленную рептилию. Варан не спеша подкрадывается как можно ближе и пытается укусить буйвола за ногу. Но в этот раз удача оказалась только со второй попытки. Варан вцепился буйволу в ногу, правда, гигант быстро вырвался из захвата. Но для успешной охоты хищнику больше ничего и не нужно. И теперь в дело вступает его секретное оружие. Все дело в том, что у комодского варана имеются 2 ядовитые железы в нижней челюсти. Яд вырабатывается и попадает в слюну рептилии. А при укусе какое-то количество попадает в кровь жертвы. Действие яда проявляется в том, что у жертвы не свертывается кровь и со временем наступает паралич мышц. Ученые провели эксперимент. Они взяли 2 пробирки с кровью и добавили в одну из них немного яда варана. Через некоторое время кровь в контрольной пробирке свернулась, а во второй осталась такая же жидкая. Поэтому даже небольшая рана может оказаться фатальной для буйвола. И в то время, пока буйвол спокойно ходит и питается, его рана не заживает. А действие яда распространилось по всему организму. Вместе с тем, через открытую рану в кровь попадают множество бактерий. Это вызывает заражение крови. Все это время вараны не спеша ходили за жертвой по следам крови. А в тот момент, когда животное будет обессилено, он уже будет окружен десятками хищных рептилий, которые также пришли на запах, который распространился по всему острову. Уже через несколько часов эти хищники практически ничего не оставят от такой туши. Некоторым это может показаться жестоким, но именно так выглядит мир диких животных. Взрослые ящерицы являются высшими хищниками, находясь на вершине пищевой цепи в местах своего обитания. И в настоящее время не пересекаются с другими крупными наземными хищниками, за исключением сетчатых питонов. Считается, что вараны ограничивают расселение на островах таких крупных змей, как сетчатые питоны. Но бывали случаи, когда змея съедала варана. Размер хищников играет важную роль в победе. Но в большинстве случаев варан легко расправляется даже с довольно крупными питонами. Мощный захват в сочетании с сильным рывком могут любую змею вывернуть наизнанку. Правда, иногда можно наблюдать, как питон активно нападает на варана, но ящерице в этот момент он не интересен, и приходится потихоньку отступать. Но настоящая опасность кроется в тот момент, когда дело доходит до борьбы за самку. Ведь в среднем на каждую самку насчитывается около 3 самцов. Так, в период размножения между самцами происходят ритуальные бои за самку. При этом вараны встают на задние лапы, пытаясь повалить друг друга и оказаться сверху. Самец-победитель прижимает соперника к земле и царапает его когтями, после чего проигравший покидает поле боя. Такие поединки выглядят очень зрелищно. После спаривания самка занимается поиском места для кладки. Затем откладывает около 20 яиц, а после охраняет гнездо в течение 8 месяцев, до вылупления детенышей. Самое интересное, что в отсутствие самцов, самки способны откладывать неоплодотворенные яйца. Однако в этом случае появляются детеныши мужского пола.
Это позволяет варанам основывать новые колонии, будучи заброшенными на соседние острова. В настоящее время комодский варан находится под угрозой исчезновения и занесен в Международную Красную книгу. А общая численность в дикой природе насчитывает около 3000 особей комодских варанов. Их популяция сейчас находится в относительной стабильности на крупных островах, таких как Комодо. Я надеюсь, вам понравился такой хищник. Тогда не забывайте оценить ролик. Пишите в комментариях, кого вы хотите увидеть на обзоре в следующий раз. Подписывайтесь на канал и обязательно включайте оповещения о новых видео.